Ребятки, всем спокойно, без кипиша. Блин, вы видели этот склон? А что с ним? Он огромный. Ребят, только поймите меня правильно. Учиться буду я, а зацепить может вас. Я тебе говорил, что ты в маразме. И потом это наше общее дело. Да, мы с 1 класса вместе. И за все, что мы делаем, мы тоже отвечаем вместе. Бригада. Что мы знаем, друзья, о зимних видах спорта? Почему-то так принято, когда мы слышим про сноубординг или когда мы слышим про катание на лыжах, мы себе сразу представляем Швейцарию, Италию, Францию, да? Но никто никогда не говорит про Финляндию. Вот. А между прочим, в нашей, довольно-таки небольшой стране более 100 горнолыжных спусков, друзья. Пойдемте. Вообще, друзья, я вам еще не рассказывал, рассказываю первый раз, что всю жизнь, на самом деле, я играл в хоккей. То есть я такой истинный хоккеист. Вот. И хоккеисты меня поймут, что как-то, лыжи там, и сноубординг от нас чуть далеко. Это совсем другая сторона спорта. Вот. Но сейчас я понимаю, что живя уже столько лет в Финляндии, я просто не имею никакого морального права не кататься на лыжах и не кататься на чем? На сноуборде. А начать я решил со сноуборда, друзья. Я вообще не пробовал ни лыжи, ни сноуборд ни разу в своей жизни. Как сказали друзья, что будет чуть проще начать со сноуборда. Посмотрим, соврали они мне или нет. Что нам сегодня понадобится? В принципе, я как бы так оделся, то есть мне будет, я думаю, что мягко падать плюс-минус, потому что толстый костюм хлопковый. Даже? Или нет? Нет, не поможет. У нас есть доска, обувь специальная, крепление, шлем и очки. Я думаю, что мне этого сегодня вполне хватит. Тебе Давай. страшно? А? Страшно? Нет, мне вообще нифига не страшно. Поехали домой. Я себя чувствую каким-то супергероем. Хотя, когда я играл в хоккей, в принципе, то же самое, там еще больше было. Так, как я понимаю, что больше нет никаких у меня защит, никаких, там, не знаю, панцирей, щитков, да? Все зависит от тебя. То есть мне надо так падать. Главное, что у меня есть страховка, друзья. Погнали. Ну что, мы начинаем, друзья. Так как я ни разу не стоял на сноуборде, я уже рассказал, мы сначала будем пробовать, так сказать, типа детской горки. Я просто хочу почувствовать доску чуть-чуть, каково это. Держать баланс, как и там управлять налево-направо. Думаю, раз 3-5 мы точно с вами упадем. Короче, погнали. Поехали домой. А завтра снимем. Так, у тебя какая сторона ведущая? У меня правая. Теперь, когда ты стоишь так, то тебе нужно перевести вес на ведущую ногу. И, собственно, доска поедет сама вперед. Мне кажется, что что-то тут не то с доской или со мной? С тобой. Со мной что-то не то? Окей. Как стать-то, если она едет постоянно? Eli kato sinne, minne se menee. Ja silloin se menee. Se lauta menee sinne, minne sinä katot. Joo. Очень, кстати, интересный совет, что когда катаетесь, не надо смотреть, когда учитесь, не надо смотреть на доску, потому что вы отвлекаетесь. Когда вы смотрите прямо и пытаетесь балансировать, короче, фишка в том, что нужно слиться с этой доской, что доска — это часть вас, грубо говоря. Тогда вам легче сконцентрироваться и сосредоточиться на том, чтобы балансировать. Вы не думаете, что это что-то отдельное, чем нужно управлять. Вы как бы балансируете, чтобы это у вас, часть вас. Хороший совет. Если честно, друзья, то я уже думал поехать домой, что сегодня у нас ничего не получилось и очень тяжело учиться, но финны реально помогают. И сейчас уже 2 человек ко мне подъехали и мне пытались объяснить, как это, то есть как научиться кататься на сноуборде, и давали очень хорошие советы. Поэтому меня это лишний раз только мотивирует продолжать, не сдаваться. Поэтому идем заново на гору.
Otetaan side kiinni, mikä jalka edellä menee ylös. Давай отсюда начнем. Ты устал бежать? Как она улетела? Видел. Так можно было кого-то убить, в принципе. Никто не ранен. Я в хоккей играл, на скейте катался. Я вообще спортсмен. Для меня это будет очень легко и просто. Как бы если все финны умеют, я тоже это умею. Да, Алекс? Пошли в сауну. Ну, как видели, друзья, что сегодня, к сожалению, у меня не получилось сразу научиться кататься на сноуборде, но как мне все и до этого предупреждали, что даже 2 часов будет недостаточно, чтобы научиться, поэтому я особо не расстраиваюсь, хотя моя спортивная гордость, конечно, тяжело мне дает это сделать. Сейчас мы переместились к Маркусу домой. Он нас очень дружелюбно пригласил к себе, так сказать, да, на гриль сосисок. Потом у нас будет сауна, и мы чуть-чуть с ним пообщаемся, потому что из нашего предыдущего ролика, вот из рубрики «Бедные и богатые», где мы сравниваем жизнь разных финнов, вот, Маркус был героем. Вот, он нам показал, как живет в Финляндии средний класс или чуть выше. И мы поняли из общения с ним, что его история, она очень интересная, история его жизни. И я решил чуть-чуть поподробнее его поспрашивать, и мы решили сделать чуть-чуть отдельный ролик о том, как это такая небольшая, как история успеха. Потому что именно цель нашего канала, показать, как именно живут финны, как они работают, на чем они зарабатывают деньги, да, то есть их историю успеха с нуля. Да, Маркус, сперва бы я хотел тебя поблагодарить за то, что ты сегодня меня научил кататься на сноуборде. Вот, у меня почти получилось. Да, но со стороны уже было видно, что ты был прирожденный сноубордист. Так или иначе, я рад, что завтра у нас еще есть второй день для того, чтобы учиться. И спасибо тебе, что ты сегодня нам предложил продолжить этот день у тебя дома. На здоровье. Здоровья. Можешь рассказать нам чуть-чуть о себе? То есть, где ты родился? Вот откуда начался твой жизненный путь? Я родился в городе Савонлинна, где-то 15 километров отсюда, и, как говорится, где родился, там и пригодился. Живу здесь и по сей день. Бывали, конечно, командировки, по всей Финляндии ездил, даже за границу, но все равно большая часть жизни у меня прошла в этом городе. Расскажи нам про свой карьерный рост. Как это быть предпринимателем в Финляндии? Да, карьерный рост у меня был постепенный. После армии я закончил столярное дело, и какое-то время я работал по профессии. Дальше я работал у отца в фирме, но на самом деле я всегда мечтал иметь свой бизнес, потому что я всегда умел коммуницировать с людьми, дальше много ездил по командировкам, работал по выходным. Но потом у меня родился мой первый ребенок. И тогда-то я и решился открыть свою фирму, чтобы больше проводить времени с семьей. Но, к сожалению, свободного времени, как мне больше не стало. Сейчас будет уже 11 лет, как я открыл свой первый бизнес. Это было весной 2012 года. Далее, в 2019 году я открыл уже вторую фирму, и в 2022 году я открыл свою третью фирму. На данный момент у меня осталось их 2, так как одну из них я не так давно продал. Кстати, друзья, очень интересная у него история, потому что мы с ним чуть в этом похожи. Он сказал, что он начинал с так называемой профессии пуушеп, это как пу-техника, то есть типа столярное дело. И у меня очень интересный случай, что когда
Я только переезжал в Финляндию, мне нужно было себе, ну, здесь иметь какой-то статус, чтобы жить. И я первым делом, что я сделал, это, ну, да, я поступил в колледж, я начал учиться, и как раз таки я тоже учился на столяра. Вот. К сожалению, я не закончил это образование, вот, мне там не хватило буквально там полугода, я сразу начал работать, то есть я понял, что долго не могу учиться, и мне чуть было скучно на самом деле. Просто мне нужно это было для старта, чтобы начать учить финский язык, чтобы понять эту культуру и просто как бы, да, я с головой погрузился туда. И, соответственно, я закончил там учиться и сразу начал работать через 2 или через 3 года. Ну, интересно, что мы начинали с одной точки. Я слышал, что в Финляндии есть какая-то помощь со стартовым капиталом. Да, давай я тебе объясню на моем примере, так как я тоже получал эту помощь. Для этой помощи сперва нужно закончить специальные курсы для предпринимателей, на которых очень доходчиво тебе будут объяснять, что такое баланс фирмы, АЛВ. Вот. Я помню, что там были очень профессиональные преподаватели. Вот. И в этом видео, кстати, я хотел бы им передать привет. После окончания следующие полгода я получал субсидию примерно 750 евро в месяц, чтобы я мог заниматься, так сказать, развитием до своей фирмы, вот, и не думать о доходе, там, что платить аренду жилья там, вот, и так далее. Кстати, мне тогда это очень сильно помогло. Кстати, что ты думаешь о финской налоговой системе? Потому что, на мой взгляд, здесь в Финляндии налоги очень большие. Я могу сказать, что я с радостью плачу все налоги, потому что я знаю, что в стране за счет этого все хорошо. Но, конечно же, где-то должна быть и грань. Это в своем роде палка в двух концах. В Финляндии, кстати, есть 2 разные модели налогообложения, но, на мой взгляд, между ними и есть та самая золотая середина. По поводу налогов, что сразу приходит на ум, это, например, в соседней Эстонии фирмы платят налог только после того, как они забирают дивиденды. А у нас фирмы платят каждый год после годового отчета, вне зависимости от того, снял ты дивиденд или нет. Хоть я и считаю, что мне легче было бы по эстонской системе, но все равно я с удовольствием оплачиваю все налоги, так как взамен я получаю очень хороший уровень жизни, там прекрасные дороги, освещение улиц, ухоженные лыжные трассы. Вот. Продолжать это можно очень долго. Да. Я, кстати, согласен с Маркусом полностью, потому что даже, например, мой какой экспириенс, то есть мой опыт, ведения бизнеса, вот, и когда я платил налоги, когда я первый раз с этим столкнулся, мне показалось, что налоги здесь очень завышенные, то есть я был возмущен, как здесь можно вести бизнес в этой стране и платить здесь налоги, почему здесь такое, есть как прогрессивный налог, да, то есть об этом мы с вами поговорим чуть позже, я вам объясню, что это, но у меня получалось там 30-40%, да, я должен был платить налог, но знаете, что я заметил, что учитывая тот уровень жизни в этой стране, то есть я вижу, что как здесь все убрано, как здесь все налажено, тут за всем следят постоянно. То есть я хочу сказать, что я вижу, куда идут мои налоги. То есть это самое главное, то чувство, которое тебя успокаивает. То есть ты видишь, за что ты платишь, этот уровень жизни, это спокойствие, это чистота, и так далее. То есть вывод в том, что когда ты видишь, куда уходят твои налоги, тебе не так жалко их платить, друзья. Я хотел бы добавить, что в Финляндии люди начали терять мотивацию к работе. Это все из-за хорошей социальной помощи для безработных. Бывает, что им даже выгоднее не работать, чем работать. И из-за этого фирмам иногда в сезон даже тяжело себе найти работников. Они есть, но они просто не хотят работать. Это очень неприятная ситуация для нас. И потом неправильное использование этой социальной помощи. То есть, например, человек живет в большой квартире с печью, где социальная служба будет ему оплачивать как электричество, так и счета, скажем, за дрова, чтобы он топился. Что он делает? Вот он топится через электричество и потом просто продает эти дрова. То есть я хочу сказать, что они очень плохо следят за этими процессами. И таких моментов еще много. Но в то же время много и хорошего. В зависимости, с какой стороны на это посмотреть. Aloitetaanko kyllä se makkaron maisti? No juma, mikä ettei. Kyllä makkara aina menee. Niin kuin näkyy, niin sitä on joskus tullut vedellä. Также, друзья, я бы хотел вам рассказать, что у нас тут в Финляндии, в принципе, есть такой культ,
ну, да, что мы грилим сосиски именно. Это что-то схожее с культом ходить в сауну. Вот, да, мы с друзьями все время, то есть я могу позвонить своему другу, сказать, типа, да, что мы на гриле там, то есть пойдем погрилим сосиски. Также мы любим после, ну, скажем, гриля идти в сауну. То есть у нас любые, если вы хотите с кем-то, ну, когда очень хорошо провести время, или вы, наоборот, хотите с кем-то новым подружиться, то у нас тут принято его пригласить сначала, да, на гриль сосисок, а потом мы идем в сауну, и, соответственно, мы там продолжаем. Такой интересный факт о Финляндии. Казалось бы, да, такое простое блюдо, но, тем не менее, ну, очень вкусно. Мне нравится, которая, ну, версия есть с сыром внутри. Anyway. Чем бы я хотел с вами сегодня еще поделиться? Что мне нравится как бы в финской культуре и как бы вообще, что они делают еще также такие общие места для гриля. То бишь, что это значит? В каждом городе есть такие полностью оборудованные места, ну, да, такие грили, там, где будут и дрова, там будет навес, да, то бишь вы можете даже грилить, когда будет дождь, и вы можете как бы сами или своей семьей, или своей компанией приехать, чтобы погрилить, это все будет вам абсолютно бесплатно. Это мне очень нравится в Финляндии. Очень много раз я уже пользуюсь такими местами, когда вам, допустим, надоело, скажем, грилить около своего дома, во дворе, вы можете собраться, поставить локацию своим друзьям и собраться в любой другой точке вокруг города. Вот, а мы живем в Финляндии, здесь очень много леса, здесь очень много воды, берега, и, как бы, соответственно, есть еще такие грили, которые бесплатные. Так что, вот такой интересный факт. Halapata suippu. Также, друзья, мне очень нравится, что я хочу вам заметить, как финны, в принципе, ну, как умеют обустраивать свой досуг. То есть на нашем явном примере Маркуса, посмотрите, как он живет. То есть у него есть дом прямо на берегу озера, также у него есть отдельно стоящая сауна, которая чуть ближе находится, потому что по разрешениям строительства строить дом прямо около берега, к сожалению, в Финляндии нельзя. То есть должно быть какое-то расстояние. Что он сделал? Ну, как он построил здесь просто сауну. То есть это не считается как постоянным домом для жизни. Также я смотрю, как вы видели, у него есть обустроенные дорожки, которые идут прямо на берег, где у него находится там огромный пирс. И вообще, в целом, вся вот эта вот атмосфера, я бы сказал так, что я бы так хотел жить. То есть показывает как таковую жизнь и как могут финны отдыхать, как могут финны здесь расслабляться, ходить в сауну, купаться, грилить, собираться вместе. И это все находится в лесу, то есть здесь еще очень чистый воздух и вообще в целом, конечно, очень крутая атмосфера. Мне нравится. Маркус, мы видим, что у тебя есть дети. Ну, расскажи нам чуть-чуть о них. Ну, у меня всегда была такая мечта, что у меня будет много детей. И я получил такой дар от Бога. Годы рождения детей я точно не помню. Ну, 7-летний упрямец и 11-летний проказник. Но ничего, мы с женой и детьми нашли общие хобби. Более того, я тебе скажу, что у нас их много. Зимой мы катаемся с гор на досках, летом мы занимаемся мотокроссом. Вообще, кстати, мотокросс очень меня сближает с семьей. Я наблюдаю, как мои парни взрослеют. Знаешь, это детская энергия. Я сам чувствую, как с ними, ну, я молодею после каждой гонки, вот, и заряжаюсь их энергией. Ну, это если вкратце о детях. Маркус, а помогает ли финское государство в вопросах с детьми? Да, ты знаешь, помогает. И я бы сказал, что во многом. В Финляндии есть такой закон, что за каждого ребенка родителям платят какую-то определенную сумму каждый месяц вплоть до 17-летия ребенка. Мало того, когда девушка забеременела, вот она может выбрать, что она получит при родах от государства. Либо какую-то определенную сумму денег, либо специальную коробку с вещами для младенца, в которой детская одежда, памперсы там, и так далее. Как я понимаю, что так устроено, кстати, не в каждой стране. Ну и, конечно же, образование. Как ты знаешь, что в Финляндии все образование оно бесплатно, поэтому это огромный плюс. Поэтому я считаю, что Финляндия — это идеальная страна для рождения детей.
А какие роды деятельности у твоих фирм? Первая фирма у меня в промышленной сфере. Одна очень крупная строительная компания берет меня, так сказать, на субподряды. Точнее, я бы даже сказал, что это очень большая международная компания. Я выполняю их срочные заказы и ночью, и днем, и на выходных. Заказы всегда разные, но, как правило, вот, они всегда связаны так или иначе со строительством. Дальше вторая компания у меня занимается тем, чего так не хватало именно в нашем городе Саундина. Она продает одежду для рабочих. То есть мы можем делать и брендированную рабочую амуницию прямо в нашем магазине. То есть ее не нужно заказывать, ждать отдельно, потом искать, где тебе напечатают твой логотип компании. Раньше это все могло занимать месяц, а у нас все это очень быстро и в одном месте. Этот проект я быстро смог развить у себя в городе. Далее мы начали продавать в интернете почти по всей Финляндии. И как я уже сказал ранее, даже в конце прошлого года, я смог очень выгодно продать эту компанию. Потом моя третья фирма, это самая молодая фирма у меня. Мы даем работников в аренду. То есть мы ищем работников для промышленных сфер и сдаем их в аренду как частным фирмам, так и муниципальным. Мы предоставляем таких работников, как там шеф-повара, строители, сварщики и все в таком роде. Как правило, наши работники это финны, или там латвийцы еще тоже есть. Так что вот чем занимаются мои компании. Но слушай, давай-ка мы закончим эту часть интервью и пошли проверим сауну. Да, кстати, это хорошая идея, то я как-то немного замерз, пока мы стояли на гриле, так что да, пошли. Кстати, ты мне рассказывал, что у тебя был здесь какой-то пожар. Ты бы не мог чуть-чуть рассказать поподробнее? Да, это такая немного страшная история. Прошлой осенью мы проснулись в 3:30 утра от того, что во дворе стояло 7 пожарных машин и 2 скорых помощи. У нас тогда загорелся наш навес для гриля. Кстати, он был на том месте, где мы с тобой только что грилили. Там был навес площадью примерно 24 квадратных метра. Конструкция была полностью из бруса, но там были окна и дверь. То есть построен он был по самым современным стандартам. И именно в тот день, кстати, мы как раз его только и доделали, и, представляешь, он сгорел. Я помню, мы тогда грилили и не потушили до конца костер, видимо, искра и стала причиной его сгорания. Эта конструкция сгорела полностью, также сгорел и пирс, который стоял рядом. Пирс, кстати, я уже построил новый, конечно, не такой, как раньше, но потихоньку все строится. Этим летом я закончу все достраивать. И наш последний на сегодня вопрос, Маркус. Чувствуешь ли ты себя успешным? А как ты думаешь? Нет, конечно. Потому что успешные люди, наверное, живут в более крутых местах, ездят на более дорогих машинах и пьют что-то получше, чем пиво Сандлс. Так что нет, я не считаю. Но я могу сказать точно, что я упорно тружусь, и я буду трудиться и далее. Чего-то я, конечно, уже добился, я буду дальше расти. Но сказать, что я себя считаю успешным, я пока не могу. Как вы можете видеть, что нашего сегодняшнего героя Маркуса на самом деле очень хорошие, я считаю, амбиции. И в любом случае, я лично, я думаю, что вы с ним согласитесь, видите его историю как историю успеха. Потому что в свои 38 лет у него 2 ребенка, у него прекрасная семья, собака, дом на берегу, сауна, все есть. Я бы хотел так жить в свои 38 лет, и я считаю это как история успеха, друзья. Спасибо тебе, Маркус, большое за этот день, за то, что ты нас пригласил в гости. Мне все здесь у тебя очень понравилось, очень было интересно тебя послушать. Так что, да. Спасибо, хорошо. Что, ребят, как вы видите, что я не сдался, только в этот раз я решил чуть более ответственно подойти к этому моменту. Я понял, что своих сил, к сожалению, мне не хватило в первый день, чтобы научиться кататься на сноуборде. Я думал, что я суперспортсмен. И сегодня я решил себе взять тренера.
We still want to have forward. Good. Bend your knees. Good. Bend your knees. Double. Ну что, друзья, я считаю, что это уже успех, что я со второго раза смог научиться. Вывод в том, да, что я понял точно для себя, что не стоит жалеть денег на тренера с самого первого раза. Что мы до сегодня заплатили, это был тренер 39 евро в час, он вас учит с нуля все азы. Потом, значит, если взять в аренду всю амуницию, это стоило примерно тоже 30 евро. И 20 евро стоит, как аренда фуникулера. Вот, склон. 20 евро это за 2 часа, то бишь 10 евро в час. Вот. Я понял для себя, что первый день, когда мы сюда приехали с Маркусом, я попросил его научить, это чуть-чуть была ошибка. Я слишком был в себе уверен в своих спортивных навыках. Надо было сразу брать тренера. Так что так, друзья. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, нам это очень важно. Подписывайтесь и увидимся в следующем ролике.